Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам рассказать, показать 3 модели кардиганов. Как вы поняли, наступила уже осень, у нас прохладно, впору подумать о теплом кардигане. И сегодня 3 модели кардигана на выбор. К одному мы будем вязать узор. Вот к этому конкретно. Вот узорчик этот я покажу. Как видите, очень простой узор, плотный узор с вытянутыми петлями. Вот, несложный, абсолютно несложный, простой узор. И мы его свяжем. Я надеюсь, что вам это понравится. Описание этой готовой модели из журнала будет опубликовано у меня в группе в Одноклассниках. Ссылка будет под видео, поэтому, девочки, смотрите. Там будет подробнейший разбор вязания этого кардигана. Мы же будем вязать образец. Я считаю, что вот это самое важное. К 2 другим моделям есть схемы, есть выкройки. И все это я покажу в сегодняшнем видео. Итак, данную модель рассматриваем. Давайте посмотрим ее внимательно. Значит, вот так выглядит у нас эта модель в журнальчике. Увеличиваю вам ее. Кардиган плотным узором, классическая выкройка, удлиненный вариант, да, с пуговицами крупными. В общем, классика в чистом жанре. Да. И сейчас посмотрим выкройка. Выкройка, вот такое описание вы найдете у меня в группе в Одноклассниках. Вот такая выкройка, тоже классическая. Вот такая схема. Поэтому схему вам тоже могу сейчас отдельно продемонстрировать. Вот так она выглядит у нас, схема. Можете, кто хочет, скрин. Но схема тоже будет выложена в Одноклассниках, в моей группе. Ссылочка будет на данную статью. И условное обозначение. Здесь есть кое-какие сложности при вязании. Мы подробно сегодня рассмотрим, будем вязать этот узор. Так. Что касается 2 других моделей, вот такая модель будет у нас с вами номер 2. Да. Вот такой кардиган, который будет с ажурным узором, такой полуплотный узор, я бы так сказала. Очень интересный тоже узор, симпатичная кофточка. Сделать конструкцию можно любую, как вы захотите. Собственно, не обязательно, естественно, чтобы было всего несколько пуговичек, 4 пуговички наверху. Конечно же, полноценную планку, и все у вас будет хорошо смотреться. Так, тоже вот так она сзади смотрится, данная модель. Классика у нас тоже выкройка классическая. И также будет в статье в моей описании к данной модели схема и выкройка. Следующая модель вот такая у нас из итальянского журнала. Ну, шишечки, это, конечно, любительно, толстая пряжа, обычный такой жакет, я бы так назвала, даже его не кардиган, из толстой пряжи. Это, наверное, очень модно кому-то покажется. Но шишечки, конечно же, на любителя, да. Схема тоже будет приведена, собственно говоря. И вот так это выглядит. Смотрите. Вот. Вот такая моделька. Ну а сейчас мы приступаем к вязанию образца. Вот такой мы будем сегодня с вами вязать узор. Вот так он смотрится вживую. Очень симпатичный и очень простейший узор из нескольких рядов в высоту. Совсем простой. Использовала я пряжу для вязания Yarnart Merino Deluxe 50. В ее составе шерсть 50%, шерсть и 50% акрил. Очень мягкая, хорошей скруточки пряжа в 100 грамм 280 метров, спицы 3,5. Для вязания образца набираем с вами 18 петель. Смотрите, вот у нас схема.
6 петель у нас составляет раппорт узора. 4 петли берутся для симметрии, 2 справа, 2 слева. И еще 2 кромочные. В сумме это будет 18 петель. Я уже первый раппорт провязала высоту. И сейчас покажу вам, как его вязать. Вместе с вами провяжем один раппорт узора. Итак, первый ряд. Значит, начинаем вязать следующим образом. У нас такой с вами непонятный знак, да, вот такой идет черточка такая необычная. Это вытянутая петля. И я сейчас покажу, как вяжем. Итак, вяжем, значит, первую кромочную я снимаю и отсчитываю 4 петли. 1, 2, 3, 4. И за 4 петлей, то есть между 4 и 5, вытягиваю сзади одну петлю. Оставляю ее на правой спице. Далее вяжем 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая. Связали. Дальше вяжем 2 лицевые. 1, 2. И дальше вяжем снова. Вот 4 петли. Отсчитываем. За 4 петлей между 4 и 5 вытягиваем снова петлю. И вяжем 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая. Связали. Далее опять у нас идут 2 лицевые. И еще 4 петли остались у нас. Также вяжем, вытягиваем одну петельку. 4 петли отсчитали, петлю вытянули между 4 и 5 и провязали. Эту не снимаем, вытянутую петлю, и провязали 1 лицевая. Сейчас зацепился не там. 1 лицевая, 2 изнаночные вяжем. 1, 2. И снова 1 лицевая. Все. И далее у нас идет кромочная. Я ее вяжу изнаночной петлей. Первый ряд связали, переворачиваем на второй ряд, вяжем. Первая петля кромочная сняли. Далее вяжем 1 изнаночная, 1 лицевая. И начинается раппорт. Лицевая. 2 петли, которые у нас с вами были вытянутые, и вот эта петля, мы их вяжем вместе. Изнаночной. Далее вяжем 3 изнаночные подряд. 1, 2, 3. Далее вяжем 2 лицевые. 1, 2. И опять у нас идет та, которая была вытянутая петля, да? Мы 2 вместе одной петлей провязываем. Изнаночной одной петлей. По-любому, как вам нравится. За переднюю стенку, за заднюю изнаночную вяжете. Далее у нас снова идет 3 изнаночные. 1, 2, 3. Связали. И далее опять идут 2 лицевые. 1, 2. И опять идет вот эта вот двойная петля, которая вместе с вытянутой. И мы ее вяжем из 2 петель, 1 изнаночную. Связали, да? Все. И кромочная тоже у нас изнаночная. Связали второй ряд. Переворачиваем 3 ряд. Смотрите, девочки, 3 ряд, 5 ряд. Мы вяжем, как смотрят петли. Смотрите, то есть первую кромочную снимаем и вяжем. Вот смотрит нас лицевая, вяжем лицевую. Далее вяжем 2 изнаночные, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Опять 2 изнаночные. Снова 4 лицевые. 1,
2, 3, 4. Снова идут 2 изнаночные. Раз, два. И осталась одна лицевая. Вяжем ее. Кромочную вяжем изнаночной. Переворачиваем. Все четные ряды, то есть 4-й ряд у нас будет и 6-й, вяжем, как смотрят петли. Итак, вяжем с вами 4-й ряд, как смотрят петли. Первую петлю сняли, кромочная, и далее вяжем изнаночная, 2 лицевые, далее идут 4 изнаночные, снова 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые, изнаночная, кромочная, изнаночная. Переворачиваем 5-й ряд. Пятый ряд. Вяжем как 3-й. То есть кромочная, лицевая, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные и лицевая, кромочная, изнаночная. Связали. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. Кромочную сняли, изнаночная, 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые, 1 изнаночная, 1 изнаночная, кромочная. Теперь у нас с вами идет 7-й ряд. Седьмой ряд вяжем следующим образом. Кромочная, 3 лицевые, 1, 2, 3. Теперь вот 4 петли у нас с вами, да? Смотрите, вытягиваем 4 петли, отсчитали, между 4 и 5 вытягиваем петлю, вяжем. Эта петля так и осталась на спице, вяжем лицевая, 2 изнаночные, лицевая, далее вяжем. Снова у нас 3 лицевые, 1, 2, вернее 2 лицевые, 2 лицевые. Дальше идут 4 петли, и мы сейчас за 4-й, то есть между 4 и 5 снова вытягиваем петлю и вяжем 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая. Вот что у нас получается, вытянутые петли. И далее идут опять у нас с вами 2. Далее идут лицевые. 1, 2, 3. 3 лицевые, кромочная, изнаночная. Связали. 8-й изнаночный ряд вяжем следующим образом. Кромочную сняли. Первые 2 изнаночные идут. Затем у нас раппорт идут опять 2 изнаночные, 2 лицевые. Ну, то есть по сути как смотрят петли, но смотрите, там где у нас с вами была вытянутая петля, мы вяжем ее изнаночной, да, то есть 2 вместе, 1 изнаночной провязываем. И далее опять идут как смотрят петли, 1, 2, 3 изнаночные, дальше идут 1, 2, 2 лицевые. И вот опять у нас идут 2 петли, которые мы должны с вами 2 вместе, 1 изнаночной провязать. Хотите за переднюю, хотите за заднюю. Давайте за заднюю провяжем 1 изнаночной. Так. И далее у нас опять идут, как смотрят петли, 3 изнаночные до конца
нашего ряда кромочную вяжем изнаночной. Так, связали, переворачиваем. Далее у нас с вами идет 9 ряд. 9 ряд по схеме очень простой. Здесь у нас с вами идут, как смотрят петли, узор. То есть, показываю, вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Вот они у нас смотрят. Далее у нас идут 2 изнаночные, они на нас смотрят. Далее опять идут 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Опять идут 2 изнаночные. 1, 2. И далее опять 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Кромочная вяжется изнаночная. 10 ряд переворачиваем, а он у нас вяжется, как смотрят петли. Как смотрят петли. То есть я вам показывать его даже не буду, чтобы не загружать видео. 11 ряд у нас с вами идет, как смотрят петли, мы вяжем также. То есть у нас идут 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые и кромочная изнаночная. Связали. Итак, 12 ряд переворачиваем изнаночный, как смотрят петли, его вяжем. На этом раппор заканчивается, и наш узор вот такой симпатичный, красивенький у нас получается. С вытянутыми петлями, совсем не сложный. Здесь все очень логично, понятно, согласитесь, да? Вот, и я его очень вам рекомендую.